Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Мне хочется продолжить тему прихваток. Это будет очень нарядная прихватка. Выглядит она, может быть, сложно, но шьется очень просто. Понадобятся квадратики ткани размером 9 на 9 однотонной 4 штуки, также 9 на 9 8 штук. Вот это красного цвета прямоугольнички, 7 на 10 8 штук, 8 на 12 4 штуки и 4 квадрата 13 на 13 тоже 4 штуки. Квадратики складываем таким образом. Сначала складываем вдвое, затем подворачиваем вот таким образом, и у нас получается треугольничек. Эти треугольнички надо загладить. Прямоугольники складываем, подвернув по длинной стороне 2 сантиметра, заутюживаем, затем таким же образом складываем и получаем еще треугольнички. Точно так же поступаем с розовой тканью, а самые большие квадраты складываем сначала вот таким образом косыночкой, и затем уголочки подворачиваем к середине и получаем вот такой квадратик. Я приготовила все лоскутики к работе. Чтобы треугольник получился правильным, важно, чтобы вершина треугольника и линии изгиба расположились точно посередине. Для этого сложенный пополам квадратик я складываю еще раз. И к образовавшейся линии подгибаю стороны вот таким образом. И затем фиксирую все это утюгом. Для основы взяла квадрат со сторонами 24 сантиметра, провела 4 линии через центр. У меня получились 8 одинаковых треугольника. Начинаю выкладывать с центра, располагая треугольники точно по линиям, вершинами друг к другу, и прокладываю строчку. Вот так пришили. И дальше пришиваем следующие 2 треугольника таким же образом. Плотненько прикладываем вершина к вершине и пришиваем. У нас получился вот такой квадрат из треугольников. И дальше мы начинаем выкладывать светлые треугольники. Выкладывать начинаем по диагональным линиям и следим, чтобы вот эта вот линия строго совпадала с линией диагонали по всем 4 углам. Фиксируем булавочками все 4 треугольника и под машинку. И важно соблюсти, чтобы расстояние от центра до вершин треугольников было одинаковое. Если вы не доверяете своему глазомеру, можно воспользоваться линейкой. У меня это 2 сантиметра. И вот 4 диагональных треугольника у нас на месте. Чтобы получилось аккуратно, мы обязательно пользуемся утюгом. И дальше добавляем сюда оставшиеся 4 треугольника. Выкладываем их между предыдущими таким образом. И также следим, чтобы расстояние от вершины до центра квадрата у нас было одинаковым. Точно так же все фиксируем булавочками и к машинке. Итак, светлые треугольники у нас нашиты. И в таком же порядке я буду продолжать нашивать красные треугольники. Понятно, что у нас здесь нарастает толщина. И вот такая неширокая подгибка в деталях, конечно же, нам в помощь. Ну и какая-то, пусть небольшая, но экономия в тканях. Иногда может просто не найтись подходящий размер ткани. Нашивать я буду также по диагональной линии. И расстояние между предыдущим треугольником и последующим у нас будет уже не 2 сантиметра, как здесь, а примерно 1,5 сантиметра. Так, вот таким порядком
Дальше выкладываем оставшиеся 4 красных треугольника и в такой же последовательности пришиваем. Вот, девочки, я пришила все красные треугольники и хочу вам сказать, что неважно, в какой последовательности, в каком порядке вы будете пришивать по диагонали сначала и потом по горизонтали, вертикали, можно сразу зафиксировать все треугольнички и под машинку, чтобы лишний раз не бегать, а уже потом вот это наложение можно поменять так, как вам надо. Вот в каком порядке вам это нужно. И дальше я пришиваю розовые треугольники. И вот это расстояние у меня сократится до 1 сантиметра. Их у нас 4. И располагаться они будут на горизонтальных и вертикальных линиях. Вот таким образом. Сейчас я их зафиксирую и к машинке. И дальше нам осталось пришить угловые детали. Но и также соблюдаем, чтобы у нас расстояние между вершинами треугольников было одинаковое, и соблюдаем линию по диагонали. И вот, когда все детали на месте, я сейчас сделаю отстрочку по контуру рисунка. Вот я сделала отстрочку по внешнему контуру и осноровила. У меня получилась деталь 20 на 20. Дальше я подкладываю утеплитель. Это у меня фланель. Толщина детали приличная, поэтому толстый утеплитель я не хочу применять, а тем более, что будет еще нижняя деталь. Поэтому фланели будет достаточно. Можно применить и старое махровое полотенце. Сейчас я сделаю еще одну отстрочку. Тем самым я соединю деталь верха и утеплителя. Ну вот я соединила верхнюю деталь с утеплителем. И сейчас я соединю все 3 детали. Соединила верхнюю деталь с нижней. И сейчас я лишнее обрежу. Теперь надо окантовать прихватку. Я вырезала для окантовки вот такую бейку шириной 4 сантиметра. Пришивать я ее начну с одной из сторон. Я сделаю косой срез под углом 45 градусов. И, подвернув вот таким образом, начну пришивать. Я прокладываю строчку на ширину лапки. Когда я дошила до угла, я останавливаю иглу на том же расстоянии, что вот эта вот ширина. Затем отворачиваю бейку под углом 45 градусов вот таким образом. И затем отгибаю и прокладываю бейку вдоль среза и продолжаю шить от этой точки. Ну вот я пришила бейку. Проходя по одной из сторон, я в середину вложила петельку, вшила. Ну вот, и теперь я отгибаю бейку на изнаночную сторону.
У нас образуются вот такие красивые уголочки. Подворачиваю вейку и пришиваю. Ну и вот готовая прихватка выполнена в новогодних цветах. Ткани я здесь использовала не все натуральные, только вот эти два цвета. И они новые, я их декотировала, прежде чем использовать. Рабочая сторона у нас нижняя, термостойкая, и толщина прихватки просто то, что надо. Раньше я шила в технике артишок, ну и покажу вам свою не новую подставку под горячее. Не однажды уже стиранная, просто чтобы вы посмотрели на сочетание расцветок ткани, что можно сочетать и как это будет выглядеть. Я буду еще шить прихватки. Это будет в следующем видео, и это будет новогодняя, чисто новогодняя прихватка. И чтобы не пропустить, подписывайтесь, кто не подписан, и активируйте колокольчик, чтобы можно было получить уведомления. Если вам понравилась моя работа, ставьте лайк, пишите отзывы, я им всегда рада. И до скорой, до очень скорой встречи.